Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете рецепт очередной маски, в состав которых входит обычная пищевая сода. Я уверена, что вы так же, как и я, полюбили содовые маски. Маска подходит для всех типов кожи. Особое воздействие оказывает на увядающую кожу. В момент подсыхания эта маска дает и легкий подтягивающий лифтинг-эффект. Эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску примерно за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими домашними масками. Рецепты домашних масок в огромном количестве вы можете найти на моем канале. После применения этой маски обязательно поделитесь своим впечатлением в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска заменит очень дорогие покупные средства. Маска на основе соды отлично очищает кожу, убирает черные точки, комедоны, дополнительно смягчает кожу. И сода – это самый доступный очищающий ингредиент, который вы можете использовать для приготовления домашних масок. Обязательно соблюдайте порядок приготовления маски и те пропорции, которые я предлагаю вам сделать. Эти пропорции проверены и дают очень хороший эффективный результат. Нужно взять половину чайной ложки пищевой соды. Возьмите половину чайной ложки без горки. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку используйте также в домашнем уходе. Если у вас есть готовая рисовая мука, то используйте ее. Если нет готовой рисовой муки, то можно использовать обычный белый рис. Перемелите в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Такое же количество рисовой муки возьмите. Половина чайной ложки. Тщательно смешайте сухие ингредиенты. Общее количество компонента должно быть как 1 чайная ложка. Не забывайте, чтобы маска получилась качественной, используйте компоненты без комочков. Уберите все комочки. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится базовый крем. Крем можно использовать абсолютно любой. Можно использовать крем для рук. Также хорошо подойдет для сегодняшнего средства крем или лосьон для тела. Главное, чтобы этот крем был жидковатой консистенции и не был плотным. Так, чтобы он хорошо взаимодействовал с предыдущими ингредиентами. 1 чайную ложку базового крема будет достаточно. Затем тщательно взбейте все ингредиенты так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция. В момент приготовления домашних масок не торопитесь. От того, насколько тщательно вы будете взбивать ингредиенты, зависит качество самой маски. На этом этапе маска должна иметь очень плотную густую консистенцию. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится сок алоэ. Если у вас есть готовый сок алоэ, используйте его. Если у вас есть гель алоэ или алоэ вера густой консистенции, то его тоже можно использовать. Возьмите 1 часть геля алоэ или алоэ вера и разведите кипяченой водой. Пропорции 1 к 1. Также можно использовать для сегодняшней маски и сок растения, который, возможно, у вас есть на подоконнике. Срежьте толстую кожицу с листа. Используйте кашицу для сегодняшней маски в количестве также 1 чайной ложки. Я использую уже готовый сок алоэ. Сок алоэ хорошо увлажняет кожу, хорошо обеззараживает, дает очень хороший эффект для дряблой увядающей кожи, дает увлажняющее воздействие. Также тщательно взбейте все компоненты, чтобы получилась однородная приятная консистенция.
Сок алоэ хорошо взаимодействует с другими компонентами, которые мы добавили ранее. В момент взбивания этих ингредиентов маска должна приобретать пышность. Она должна быть легкой, воздушной и однородной консистенции. Это дает не только легкость при нанесении домашних масок, но и также это первый главный показатель того, что все добавленные ингредиенты хорошо между собой взаимодействуют. Если вы сразу добавите все компоненты и начнете их смешивать, то велика вероятность, что маска у вас не получится, либо получится не той качественной консистенции, которую я вам рекомендую использовать в домашнем уходе. И следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится косметическое масло. Используйте для этой маски миндальное косметическое масло. Оно очень хорошо питает кожу, хорошо смягчает, делает кожу упругой, эластичной. Миндальное масло универсальное, подходит для всех типов кожи, обладает низкой комедогенностью и не закупоривает поры. Для сегодняшней маски нужно взять 10 капель миндального масла. Также тщательно взбейте все компоненты. Маска приобретает более пышную и воздушную легкую консистенцию. Для достижения наилучшего эффекта наносите домашние маски на подготовленную кожу. Перед нанесением этой маски распарьте свою кожу, если у вас нет купероза. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то сделайте легкий скрабирующий массаж. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то наносите домашние маски просто на умытую кожу. Перед маской для достижения наилучшего эффекта, если у вас нет купероза, сделайте кислотную скатку либо скраб. Рецепты домашних скрабов и домашней кислотной скатки вы также можете найти на моем канале. Наносить эту маску нужно в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Наносите все домашние маски по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Держать маску нужно не менее 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем, если у вас нет купероза, и смойте водой комнатной температурой. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего. Пока-пока.